Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада вас приветствовать на своем канале «Красота и бисер». И сегодня мы с вами сделаем великолепный комплект «Визит». В него входит колье, 46 сантиметров колье. По основанию шеи идет 7 подвесок, разные по величине. По краю идет меньше и центральная самая большая. Хорошо сочетается бусины круглые с бусинами рис и с капелькой. И также великолепно сочетается золото с перламутром, с белым. Сережки хорошо дополняют этот комплект, эффектно смотрятся, нарядно и в то же время строго. И, конечно, завершает комплект красивый браслет. Браслет получился нежный такой, хорошо смотрится на ручке и соответствует своими мотивами этому комплекту. Если вам понравилось, присоединяйтесь и приступим выполнять этот комплект. Для выполнения комплекта я взяла бисер чешский, золотой и белый, номер 10. Также мне понадобились бусины, бусина капелькой, бусина круглая, бусина 2 миллиметра, бисер белый и бусинка рис. 2 иголочки, номер 12, мононить, 2 швензы и застежки для колье и браслета. Берем ниточку метра полтора длиной, на каждый конец одеваем иглу, складываем ее пополам и протягиваем в колечко и завязываем узелочек. Набираем золотая, белая, золотая на одну иголочку и вторую иголочку проводим через все эти бисеринки и подтягиваем эти бисерины к колечку, то есть через них прошли 2 нити одновременно. Вот так. Набираем белая, бисеринка 2 миллиметра, бусина и такая же бисеринка с другой стороны бусины. И через них также проводим одновременно вторую иглу. Дальше на каждую иголочку мы будем набирать золотая, белая, золотая и белая. И заканчивать золотой. То есть мы набираем 5 бисерин на одну иглу и на вторую также набираем золотая, белая, золотая, белая, золотая. Одинаково на 2 иголочки. И теперь снова набираем бисеринка 2 миллиметра, круглая бусина и бисеринка 2 миллиметра. И вторую иглу проводим одновременно через этот набор. Дальше мы опять будем набирать 5 бисерин. Золотая начинается, золотая заканчивается. И так до необходимой длины. Для колье у меня набор составил 25 бусин. Вот я, например, набрала 4 бусины больших. Я вам покажу мотив колье
и браслета на фрагменте. Я колье уже сплела, поэтому я вам покажу на кусочки. Вот, например, у нас заканчивается наше колье. Мы его заканчиваем так же, как и начинали. Золотая, белая, золотая. На одну иголочку и проводим вторую иглу тоже через эти бисерины и закрепляем их в кольце. Берем колечко, перекрещиваем в нем иглы. От колечка вернулась назад. Одну иголочку я вывела из белой бисеринки, а вторую из золотой. Одной иголочкой будем оплетать вверх колье, а второй иголочкой пойдем по низу. Та, что по низу и выходит с золотой, набираем 10 золотых бисеринок и проводим иглу в золотую, в белую, в золотую нашего набора из 5 бисерин. Набираем 3 золотые бисеринки и возвращаемся в золотую, из которой выходит ниточка. И проходим дальше в белую и в золотую. Вот так. И у нас получается лепесточек над золотой бисеринкой. И теперь снова набираем 10 золотых бисерин. Проводим иглу через золотую, белую, золотую и оформляем под этой бусиной арочку из золотых бисерин. И также набираем снова 3 золотые бисеринки и делаем треугольничек над золотой бисеринкой по центру и выводим иглу белая, золотая, чтобы сделать снова арочку. Вот у меня в колье получилось 9 бусин, оплетены по низу без отделки, а по центру получилось 7 подвесок с бусинами рис. Поэтому теперь на этом фрагменте я вам покажу, как сделать эту подвесочку. Вот подходим к бусине, под которой будет подвеска. Набираем 10 бисерин золотых и теперь проводим иглу в белую, в бусину и белую 2 миллиметра. Вот так. Теперь из этих 10 мы проходим в 6 золотых бисерин. Набираем 3 белых, золотая, 3 белых, золотая, бусина капелька и золотая. И проводим иголочку назад в бусину капельку и в золотую. Вот так. Хорошо подтягивается, если за золотую возле капельки брать, и тогда ниточка хорошо подтягивается. Теперь берем 3 беленьких и проводим иглу в верхнюю золотую по направлению к капельке и в одну белую. Вот так. И у нас сформировалась первая капелька по 3 с двух сторон. Мы будем сюда
приплетать бусинный рис. Вот посмотрите, видите, вот это 3 эти петельки, которые мы только что с вами сделали. И у меня 7 подвесочек. Здесь у меня 3 беленьких, здесь 4, здесь 5 беленьких и по центру 6. И дальше опять идет 5, 4 и 3. Вы можете сделать все одинаковые. Мне показалось, что будет красиво, если по центру будет самая большая из 6 бусинок рис. Поэтому я вам показываю. Первая у нас 3 бисеринки. И мы к ним приплетаем бусинный рис. Я беру бусина рис и золотая. И возвращаюсь в рисинку. И в эту белую бисерину, из которой выходит ниточка. И в следующую белую. Вот так. Чтобы хорошо подтягивалась, можно за центр возле рисинки ее подтянуть. Вот рисинка ложится. Теперь снова берем рисинку и золотую. И также возвращаемся в рисинку, в бисеринку, из которой выходит ниточка, и в следующую. Третью бисерину рис я также беру, возвращаюсь в нее, и теперь в бисерину, из которой выходит ниточка, теперь в золотую, в капельку, возвращаюсь в золотую возле капельки и назад иду на вторую сторону. Прохожу капельку, золотую и первую беленькую бисеринку с этой стороны. С этой стороны мы тоже сделали 3 бусины рис. Теперь мы вышли в эту же бисерину белую и проходим теперь в золотую с этой стороны по направлению к бусине. Вот так. Набираем 3 белых бисеринки. 3. И проводим иглу. Вот у нас начиналась наша подвесочка с 6. Мы теперь проводим 5, 6. То есть 2 бисерины будут захвачены нашим проколом. И возвращаемся назад по золотым бисеринкам. И теперь проходим золотая, белая и золотая. И также делаем треугольничек над золотой в центре 5 бисерин. И дальше мы возле этой
бусины будем также делать подвесочку. Делать 10 бисеринок золотых, возвращаться в шестую и начинать подвеску. Второй иголочкой, которой мы идем по верху, для колье я набирала 8 золотых бисерин. И также захожу в золотую бисеринку, белую, выхожу в золотую, набираю 3, возвращаюсь в эту же золотую, прохожу белую, золотую, и так дальше до конца ряда. То есть по верху мы набираем не 10, а 8 бисерин, и по центру набираем 3 золотых, чтобы была между бусинками отделочка. Когда я дошла до конца колье, я обнаружила, что у меня моя отделка вот так вот сворачивается. Мне это не понравилось в процессе. Поэтому я возвращалась назад. Вот, например, игла верха идет из золотой. Я возвращалась назад в золотую бисеринку. Проходила белую. И теперь закрепляла крестик. Из белой выходила, проходила вот так по крестику, по всему. С этой стороны, с нижней и с верхней. Заходила в беленькую, вот так, не доходя до бусины. И теперь переходила на эту сторону, в белую. И снова по крестику. Дальше я переходила на нижний ряд в беленькую бисеринку и проходила снова золотая, белая, и теперь уже в золотую. Вот так. Проходила белую бисерину 2 миллиметра сюда и подходила к новой этой отделочке возле другой бусины. И также вокруг обрабатывала ее вторично для того, чтобы она была поплотнее. И у меня получается в колье они жестко сидят, не скручиваются и хорошо держатся на отделке. Я прошла по кругу, закрепила всю отделку, и колье у нас готово. Теперь можно приступать к выполнению браслета. Для браслета я также, как и в колье, начало набирала с кольца. Взяла ниточку 2 метра длиной, сделала узелочек и одновременно прошла золотая, белая, золотая, бисерина 2 миллиметра, бусина 2 миллиметра. И потом отдельно на каждую иглу надевала по 5 бисерин. Золотая, белая, золотая, белая, золотая. И так набрала 3 бусины. Затем
после отделки белые золотые я здесь перекрестила иглы в золотой бисерине и на каждую иглу набрала по 5 белых бисерин. Здесь мы сделаем отделку из бусин рис. И снова перекресток в золотой бисерине. Дальше у нас идет отделка из белых и золотых, и по центру белая круглая бусина. И дальше, чтобы была симметрия, у нас будет рис и 3 бусины круглые. То есть браслет начинается 3 бусинами и заканчивается. И по центру будет бусина. Дальше я от второго кольца возвращаюсь назад. Золотая, белая, золотая. И на каждую иголочку надеваю по 8 золотых бисерин и прохожу в золотую, белую и в золотую и делаю крестик, как обычно. И так доходим до отделки с бусинами рис. Вот я оформила 3 первых бусины золотым бисером и подошла к 5 бисеринкам беленьким. У нас ниточки выходит каждая из золотой бисеринки. И вот у нас перекресток был в золотой бисерине. И теперь этой иголочкой, которая идет справа, я также вхожу в этот перекресток и в белую бисерину с левой стороны. Вот так, перекресток и белая бисерина с левой стороны. А левой иголочкой наоборот. Также захожу в перекресток. И в белую бисеринку с правой стороны. И начинаю приплетать бусины рис. Рис, золотая. Возвращаюсь в бусинку рис, в белую, в эту же первую и в следующую. И так у нас 5 белых бисерин и будет 5 рисинок с одной стороны и с другой также. Вот посмотрите, последнюю 5-ю рисинку с другой стороны я сделала. Вхожу в эту же беленькую бисеринку. И у нас закончена будет отделка из бусин рис. И теперь в золотой бисеринке перекрещиваем иголочки, вот как они лежат. Правая мы проходим в эту сторону. А левую направо. То есть у нас предыдущим рядом плетением предопределено, куда нам ложить иглы. И теперь у нас отделка из 5 бисерин. Мы дальше проходим золотая, белая, золотая. Берем также 3 золотых бисеринки и возвращаемся в золотую и беленькую. Я по ходу сразу укрепляла отделку, чтобы потом не возвращаться.
вы тоже можете так сделать. С другой стороны также проходим дальше потом бусину, новую отделку, и здесь также делаем 5 бусин рис и заканчиваем браслетик, также оформляя каждую бусину и отделочку. После центральной бусины я тоже сделала отделку из бусин рис, 5 штук сверху и 5 снизу, и закончила браслетик, как я и говорила, отделкой 3 последних бусин. И браслетик готов. Получился симпатичный такой браслетик. И теперь давайте сделаем сережки. Берем швензу, и я завязываю 2 раза узелочек. Один раз завязала, и второй узелочек. Вот так. И теперь мы его спрячем. Берем бисерину 2 миллиметра, бусину и бисерину 2 миллиметра. И проходим одновременно 2 нитями, 2 иглами через этот набор, подтягиваем и прячем узелочек, который у нас возле швензочки. У нас хорошо вот так ляжет. И теперь мы на каждую иголочку набираем набор из 5 бисерин: золотая, белая, золотая, белая, золотая на одну иголочку и также на вторую. Набираем на любую иглу 1 золотую бисеринку и перекрещиваем в ней иголочки и подтягиваем под наше плетение. Дальше на одну иглу мы набираем 5 белых бисерин, золотая, бусинка, капелька и золотая. А на вторую иголочку надеваем просто 5 белых бисерин. И теперь мы проходим этой иголочкой, где только 5 бисерин, в золотую, в бусинку, капельку. А во второй золотой возле капельки мы их перекрещиваем, эти иголочки. И теперь каждую иглу возвращаемся в бусину, капельку, в золотую и в белую первую бусинку, бисеринку нашей отделочки. И второй иголочкой также возвращаемся в бусинку, капельку, в золотую и в первую белую бисеринку с другой стороны. И начинаем приплетать бусины рис. Берем рис, золотая, возвращаемся иголочкой назад в рис, в эту же первую белую и в следующую белую бисеринку. Итак, с этой стороны одной иголочкой, с другой стороны второй иголочкой делаем 5 бусин рис. По 5 бусин рис с каждой стороны у нас выполнено. И у нас сережка будет подходить и к колье, потому что есть бусинка, капелька, и по 5 рисинок, как и в браслете у нас в отделке. Мы подошли к бусине золотой перекрестку. Также иглы перекрещиваем в этой бисерине, каждую в свою сторону, вот как они ложатся. И дальше проходим мы по нашим бисеринкам к средней золотой бисеринке
из 5 и делаем с каждой стороны треугольничек. Золотая, белая, золотая. Набираем 3 золотых. Возвращаемся назад в эту золотую и проходим белая, золотая. И с другой стороны также. На каждую иголочку набираем 8 золотых бисерин и проводим ее сверху от швензы. Бисерина 2 миллиметра, бусина и бисерина 2 миллиметра. И окружаем нашу бусину золотыми бисеринками. Каждой иголочкой я пройду золотая, белая, и теперь по крестику 3 золотых, назад в белую, в золотую, в перекресток, и буду возвращаться назад этой стороной по 5 бисеринам из отделки. И второй иглой также пройду через крестик и по этой стороне вернусь к снова золотым бисеринам, укреплю отделку. На каждую иглу набираю 1 золотую бисеринку и прохожу по нашим 8 золотым бисеринам кверху нашей сережки. И здесь набираю 1 золотую бисеринку, прохожу в швензочку и второй иголочкой также набираю 1 золотую бисеринку, прохожу по 8 кверху, здесь также набираю 1 золотую бисеринку и прохожу с этой стороны в швензу. Вот одну ниточку я уже обрезала, спрятала, вторую покажу. Смотрите, опускаюсь я вниз по бисеринкам вот так. Завязываю узелочек, делаю петельку и вот так. И прохожу дальше, подтягиваю, чтобы этот узелочек спрятался. Вот по всем прошла бисеринам, их у нас теперь 10. И теперь можно назад в эту белую бисеринку 2 миллиметра вот так пройти. И еще раз здесь завязать вот так узелочек, сделать петельку. И все, ниточку можно обрезать. Вторую сережку делаем так же, как и первую. И комплект у нас готов.
Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем благодарна за просмотр и до встречи в новом видео.